Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! И сегодня у нас ответ на вопрос нашей подписчицы, которая не хочет, чтобы ее имя звучало. Но вот она мне отправила в Фейсбуке личное сообщение. Выслала фотографию томата в разрезе, где очень большие участки белой вот этой пробковой массы, и спрашивает. Ее друзья сказали, что ее помидоры именно в этом разрезе это помидоры ГМО. Хотя она говорит, я выращиваю сортовые, никакого ГМО у меня нет. Как мне понять, действительно ли мои помидоры вот такие отравленные, как она написала? Ей сказали, что это отравленные, их нельзя есть, это жуткие плоды. Ну вот я хочу ответить на этот вопрос, и для этого, кстати, каждый может найти ответы с помощью даже интернета, или же используя библиотеку, или же знания, которыми пользуются наши будущие агрономы или уже агрономы, которые работают, те, кто закончил сельхозвузы. Они прекрасно знают, что нужно обращаться в разные учебники, и не только учебники, энциклопедии, где вот есть ответ на этот вопрос. И чтобы понять, действительно ли они отравлены, эти помидоры, их нельзя есть, досмотрите это видео, и мы вам докажем, что... Ну, давайте по порядку. В первую очередь давайте рассмотрим, что такое плод томата. Посмотрите, когда разрезаете, можете разрезать вот именно там, где плодоножка, срез сделать такой. И вы увидите, что это многозвездная синкарпная ягода с окраской, ну, обычно красная, но бывают сейчас очень много желтых, любят вот эти сорта или гибриды, темно-розовые, черные есть, даже есть прямо вот какими-то полосочками, очень много сортов и гибридов, и имеют они, и их выращивают помидоры из-за того, что вот этот плод томата очень полезен и вкусен. Да, это ягода. Плод томатов – ягода, состоящая из чего состоит? Из мякоти и камер, в которых имеются семена, и они окружены студенистой массой. Сверху плод покрыт кожицей с тонким подкожным слоем. Ну а теперь рассмотрим, сколько же содержится в 1 килограмме плодов томатов различных микро-макроэлементов. Давайте, вот это исследование, это официальное исследование, и об этом знает каждый агроном. Итак, в 1 килограмме плодов томатов содержится 40 миллиграммов натрия, 2680 миллиграммов калия, кальция 110 миллиграммов, 120 миллиграммов магния, 6 миллиграммов железа, 0,97 миллиграмма меди, фосфора 270 миллиграммов, серы 140 миллиграммов, хлора 400 миллиграммов и марганца 1,89 миллиграмма. Если вы прослушали внимательно, вы помните, наверное, обратили внимание, что калия 2680 миллиграммов в 1 килограмме плодов. Очень много калия. Ну вот теперь вы услышали и увидели, что мы имеем в килограмме плодов томатов. Какой прекрасный набор. И вот это все мы употребляем в пищу, и это уже чистые, полезные для здоровья продукты, состоящие вот из этого букета нужных элементов питания для нашего же здоровья. А теперь рассмотрим, что же происходит с плодами, когда не хватает нужного элемента питания. Если мы перечислили вот эти элементы питания, значит, нужно их где-то томату взять. Растению корнями перенести
переработать и доставить в плоды вот эти важные элементы питания. И они очень нужны в почве, и поэтому мы занимаемся постоянно подкормкой, зеленые удобрения, кто что имеет, органические различные удобрения для того, чтобы вырастить вкусные и сладкие плоды. А еще очень важно для томатов давать вот эти подкормки, подкормочки минеральными, различными жидкими удобрениями, мы этим пользуемся. Ну и если нету, есть другие наборы удобрений, и в этих удобрениях должны быть очень важные питательные вещества, чтобы этот плод был действительно вот этой ягодой, звездой внутри, красивой, наполненной вот этой красивой, я бы сказала, даже лечебной массой. Что же для этого надо? А для этого надо в первую очередь, ну, в начале выращивания, это должны быть все практически элементы питания, и здесь больше всего нужно азота, для того, чтобы наросли зеленая масса, и листья, и плоды потом начали формироваться, но плоды не формируются в том случае, если не хватает затем уже важных питательных веществ. Мы об этом, кстати, в этом году очень активно говорили, и многие уже исправили свои ошибки для того, чтобы выращивать действительно вкусные и сладкие плоды. Даже те же гибриды, которые выращивают многие и потом говорят, что они не сладкие, да не сладкие и сортовые, если неправильно их выращивать, если не дать им то, что нужно для того, чтобы плоды получились сладкими, красивыми и вкусными. Так вот, в первую очередь, если отсутствует бор, то в плодах образуются эти пробковидные участки. Помидор такой вот, он зеленый, молочный, вот состоит вот с этой массы такой. И если не будет бора, и когда он еще маленький, нету бора, то, естественно, образуются вот эти пробковидные участки. Томат мелкий, плохо развивается, поэтому обязательно нужно бор. После бора мы с вами говорили, что надо обязательно дать подкормочку калия. И еще, вот если отсутствует калий, для плодов это очень важно. Мы вначале весь набор микроэлементов использовали, там и фосфор, там, кстати, и калий, и все вот эти элементы, которые я называла вначале, из чего состоят наши плоды, все это должно быть, и азот. А затем, для того, чтобы плоды были сочные, красивые, яркие, красные, сладкие, нужны обязательно следующие элементы питания. Это калий. И если вот калия нету, и магний дает сахар, но вначале нужен калий, а затем магний. Так вот, если нету вот этих элементов питания, снова же образуются вот эти белые пробковидные участки. Словно пробка белая. Вот возьмите, пальцем нажмите. Это как пробка, она жесткая. И вот эти участки при отсутствии бора калия, конечно же, образуются, и они потом не перерождаются. И, кстати, еще сразу же я хочу отметить такую важную вещь. Это происходит еще, если очень редкие поливы происходят. Если не поливать и нету вот этих элементов питания, это вообще получается половина. У нас был такой опыт еще в начальной стадии нашего огородничества. Просто половина помидора, вот эта белая пробка. Выбрасываешь, остается только нижняя вот эта часть закругленная, и она не имеет какого-либо вкуса. Вот это на сортовых, на когда-то старых обычных томатах у нас вот такая ситуация тоже была. Еще в каких моментах может происходить вот это образование пробок внутри наших плодов. Вот если кислая почва или же щелочная почва,
то из-за этих условий не могут связываться питательные элементы. И еще, ну, pH, вы помните, 5,5-6 единиц должно быть для развития, нормального развития томатов. И если вот это или высокая единица pH, или низкая, то, естественно, не работает тогда корневая система и не может из-за того, что связываются вот эти питательные элементы в кислой или в щелочной почве, поэтому вот снова же образовывается вот эта пробка. Бывают еще такие случаи, тоже мы видели такую ситуацию, если много удобрений использовать, ну, есть желание, есть вот кто-то просто рассыпает. Было такое у нас, мы видели с Александром Федоровичем, просто рассыпают побольше нитромофоски или еще какого-нибудь удобрения, у кого что, и просто заливают водой, и вот это все попадает к корням. И вот тоже это очень болезненно для корней. И благодаря вот этому перенасыщению удобрениями растение словно, ну как оно может выразить себя в том, что ему этого много. Переедание это тоже плохо. И вот отвечает тому огороднику, кто сыпет все это вот этими белыми пробками внутри плодов. Тоже вот избыточное, несбалансированное внесение удобрений приводят вот к таким состояниям растений, когда в плодах формируются вот эти пробки. Далее еще, когда может такое образовываться с томатами? Низкие температуры. Может быть, очень низкие температуры, это в открытом грунте чаще всего бывает, тоже вот поздние сроки, в помидорах вот много вот этой белой пробковидной части. Или же вы при выращивании, вот кто-то выращивает, высокая уплотненность, загущенность томатов. И при этом еще мало того, что загущенная и избыточная влажность. Заливаются томаты каждый день. Были у нас такие подписчики, которые писали, мы поливаем каждый день, и чего-то, ничего не получается, болеют, и густо посадили, и по два растения. И вот результат, растения болеют, и плодов нету. Хорошо, что там где-то образовывается, но и то, что образовывается, получается, что нет питательных веществ, не поступают питательные вещества, корни гниют, неблагоприятные дни используются для поливов, корни задыхаются, и, естественно, питательные вещества не доставляются к тем нескольким плодам, которые завязались, они тоже не получают нужные вещества, и, естественно, вот такие пробки образуются в плодах. Что делать? Это вот я основные такие моменты объясняю, прежде чем чего-то кого-то слушать, что это ГМО. Нужно обязательно изучать тему, разбираться, искать ответ на этот вопрос. Сейчас уже есть такая возможность. У многих с помощью интернета можно найти те же учебники по физиологии растений, различных авторов. И здесь четко расписывается, рассказывается, что нужно растению, чтобы были качественные, именно красивые плоды, в которых все нормально должно образовываться. Если там беленькая точечка, маленькая пробочка при соединении самого плода, плодоножки, это нормально, это не страшно, это должно быть для того, чтобы удерживать плод томата. Вот вес такой, большие томаты выращивают. Нужно обязательно вот эти все требования по выращиванию томатов выполнять. Любые, мы перепробовали множество сортов и из личных коллекций каких-то, и гибриды разных стран, разных фирм, и сорта новые какие-то разных стран. И мы убедились в том, что все они прекрасно себя показывают, если для них созданы благоприятные условия, и если выдерживать технологию выращивания этих растений,
то всегда получаются качественные, сладкие и урожайные растения томатов с хорошим, действительно богатым урожаем вот этих плодов, витаминных и лечебных плодов. Так что не бойтесь, никакое это не ГМО. Те же пчелы выполняют роль селекционеров и тоже создают новые сорта. И вот это можно тоже назвать ГМО, потому что у нас летают и шмели залетают в теплицу, и пчелы, и вот эти дикие осы. Ну, кого только там не бывает. И все садятся на цветочки и переносят вот эту пыльцу. Хотя, казалось бы, они этого особо ничего там не делают с этими томатами. Но вот этот момент нужно обязательно свои опыты, свои знания, все записывайте в дневники, сопоставляйте и выполняйте вот эти все требования, которые нужны для того, чтобы получать качественный урожай томатов. И не только томатов, потому что каждая культура требует особого своего внимания и особого подхода. Так что я думаю, ответила на ваш вопрос, и не бойтесь, та фотография с большим количеством вот этих пробочек своеобразных, белых вкраплений в томатах, ничего в этом страшного нет. Просто не хватало нужных питательных веществ или же были другие условия, о которых мы сегодня уже поговорили. Что ж, я и Александр Федорович, мы прощаемся с вами до следующего видео. У нас еще много вопросов, задавайте следующие вопросы. Мы вместе с вами продолжаем наш путь, путь земледельцев, путь огородников, садоводов, которые выращивают богатый урожай, учатся. Если что-то не получается, мы разбираем и двигаемся дальше. У нас другого пути нету. Не отчаивайтесь и не слушайте никого. Ведь знание – это сила. А знания дают нам возможность идти вперед и получать все новые и новые лучшие результаты. Пока-пока. До новых встреч на нашем канале.